Добрый день! Сегодня я хочу рассказать, как работать в программе DTX Tools. Эта программа предназначена для того, чтобы проверять значения на входах и выходах контроллера. По факту служит для отладки. Для того, чтобы программу запустить, необходимо сначала подключить контроллер DTX и DT-USB к линии питания, линии связи. Включить питание 12 вольт и подключить контроллер DT-USB по кабелю USB к компьютеру. Далее запустить программу DTX Tools. После того, как программа запустилась, необходимо выбрать COM-порт в программе и нажать клавишу Open. Когда мы попали на наш контроллер, нужно сделать Get ID. Это говорит о том, что контроллер в системе есть. Выбрать адрес контроллера. Например, это контроллер у меня номер 1. Если у вас несколько контроллеров в системе, то необходимо выбрать адрес нужного контроллера. Функцию GetID делаю, у нас определилась прошивка контроллера, значит у нас есть связь с контроллером. Как же проверяются выходные и входные сигналы? Выходные сигналы — это лампочки, которые здесь подключены, они характеризуют нагрузку 12 вольт. Далее, для того, чтобы проверить, работают ли они, необходимо нажать на клавишу, соответствующую выходу. Выход номер 1, вот 12 вольт подал. Выход номер 2, 3, 4 и так далее. Точно так же питание с них убирается. Выходы проверили. Теперь перейдем к датчикам. Датчики подключаются к входной группе. Датчики могут быть трех видов: дискретные, аналоговые и RFID. Первый вход контроллера, к нему подключен у нас фоторезистор. Фоторезистор я сейчас буду проверять с помощью аналогового сигнала, поэтому я беру с него значение GetADC. Когда на фоторезистор попадает свет, у нас значение минимально, то есть 2-3. Когда я его прикрою от света, значение увеличивается. Тем самым мы проверяем засветку резистора. Когда светло минимальное, когда светло максимальное. Точно так же этот датчик я могу обрасить в виде дискретного сигнала. Для этого необходимо вызвать команду getInU. Когда свет светит, это единичка. Когда никакой свет не попадает, получается нолик. Для того, чтобы значения более-менее стабильные были, необходимо несколько раз вызывать команду. Второй датчик, который подключен, это датчик Гиркон. На его месте может быть любая кнопка или просто два провода, которые замыкаются. Беру функцию getInU, нажимаю, нолик, замыкания нету. Как только подставляю магнитик, замыкание появляется единичка. Следующий датчик, который у меня подключен, это микрофон. Микрофон от Arduino обычный. Так как этому микрофону необходимо питание, то я с помощью входа номер 4 подаю это питание. У нас на контроллере входы могут подавать питание 3,3 вольта. Это для Arduino датчика будет достаточно. На вход номер 4 я подаю питание. Вот. Питание пошло, видно, что лампочка загорелась. Вот. И так как у меня сигнальный провод подключен к входу номер 3, с помощью команды getADC я могу посмотреть, что же на этом входе. Когда я ничего не говорю, 5,6, 56 тысяч. Если же я буду в него говорить, то значение меняется, вплоть до 1500 или 23 тысяч. То есть датчик абсолютно точно реагирует на изменение голоса. С помощью резистора, подстроечного на самой плате, можно добиться стабильной работы этого датчика. Следующий датчик – это тач-сенсор. Тач-сенсор подключается просто к входу. По факту это проводник обычный. Когда я до самих жил не дотрагиваюсь, значение где-то 3000. Когда же я дотрагиваюсь, значение увеличивается до 4, 9, 6, 7 тысяч и так далее. Следующий датчик, который подключен к контроллеру, к входу номер 6, это RFID. Когда на нем нет метки, он выдает значение None. Как только приложить метку, он выдает номер этой карточки. Метки могут быть любыми, вплоть до вот таких маленьких размеров. Он четко, всегда одинаково определяет значение метки, которая поднесена.
Вот. То есть с помощью этой программы можно проверить любой датчик, как работает любой магнитный замок, реле и так далее. Спасибо за внимание.